Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И на этом канале мы регулярно читаем разные интересные новости, чтобы вы могли понимать, как говорят носители русского языка, и чтобы вы могли понимать аутентичные тексты. И, конечно, чтобы вы могли говорить на разные интересные темы. Сегодня у нас будет очень интересная тема. Может быть, она уже немного устарела. Может быть, эта тема уже немного старая, но мне кажется, что смысл, смысл очень актуальный. Сегодня мы будем читать статью о самых интересных, популярных, распространенных новых словах в русском языке. Мы узнаем, какое слово было, стало словом 2025 года. И перед тем, как мы начнем, я прошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И к этому видео есть бесплатный PDF-файл, в котором есть все слова из видео, примеры и еще небольшая интересная практика, чтобы вы могли лучше запомнить все новые и интересные слова. А если вам очень нравятся такие видео, где мы читаем разные тексты, и вы хотите получать больше видео, больше бонусных видео на разные интересные темы, то для вас есть библиотека Learn Russian with News, и там есть бонусные видео, там есть все материалы, все PDF ко всем видео, и да, если интересно, ссылка для вас есть в описании. Итак, а мы начнем. Слово года 2025. Слово года по версии грамоты. Я читаю статью с портала Грамота.ру. Это большой словарь, там много интересных статей о лингвистике, о русском языке. И там есть специальная служба, можно задавать вопросы, и эксперты будут вам отвечать. Итак, слово года по версии грамоты этого портала отражает новое явление в языке и обществе, попадает в нерв времени. Отражает. Где мы видим отражение? Отражение мы видим в зеркале. Когда мы смотрим в зеркало, мы видим свое отражение. Наше лицо отражается. И слова года, новые, актуальные слова, они отражают, как в зеркале. Мы можем увидеть новые явления, новые события, новые интересные вещи, которые появились в языке и в обществе. Общество– это социум. И эти слова года попадают в нерв времени, в самую-самую точку. Они, знаете, попадают как из лука, очень точно, очень четко. В 2023 году акция прошла впервые. В первый раз Грамота.ру выбирала слово года. В первый раз Грамота.ру выбирала слово года в 2023 году. И тогда словом года стала нейросеть. Нейросети– это, ну, вы знаете, разные искусственные интеллекты, чат GPT, Грок и так далее. Это все нейросети. А в 2024 году словом года стал вайб. Вайб– это атмосфера, это чувство. У нас даже есть такой сленг. Плюс вайб, минус вайб, когда что-то позитивное, что-то неприятное, что улучшает атмосферу или что делает атмосферу вайб хуже. Итак, давайте посмотрим, какие были кандидаты в этом году. Короткий список кандидатов. Всего будет 12 слов. Здесь очень-очень много заимствований из английского языка. Подробно
О заимствованиях из разных языков я говорила в своем вебинаре о русском языке и других языках, об истории русского языка и как на русский язык влияли разные другие языки. Этот вебинар и много-много других вебинаров входит в мою годовую программу «Год русского языка». Если вы хотите учить русский язык со мной целый год, то эта программа для вас. Там в течение целого года мы будем брать разные темы и будем практиковаться, говорить на эти разные темы. И неважно, когда вы смотрите это видео, в январе, феврале, в августе, в декабре, вы можете начать эту программу в любой момент. И я вас приглашаю. Вся информация по ссылке. И до встречи. А мы давайте продолжать. Итак, как я уже сказала, здесь будет очень много заимствований слов из английского языка. Но не все. И вы знаете, что в русском языке даже заимствования мы адаптируем. Давайте посмотрим, давайте начнем. Короткий список кандидатов. Первый– это брейнрот. Мгм. Вот такой странный мозг, который гниет. Что это brain rot? Давайте посмотрим. Что это? Это странные, часто бессодержательные фото и видео, обычно сгенерированные при помощи искусственного интеллекта, от просмотра которых трудно оторваться. Невозможно оторваться. Смотрите, бессодержательное. Здесь корень содержать. Однокоренное слово содержание. Содержание– это смысл, суть. А здесь, в брейнроте, там нет содержания, там нет смысла. Бессодержательное фото и видео. Обычно сгенерированы, которые были сгенерированы причастие при помощи искусственного интеллекта. Мы уже говорили, искусственный интеллект– это разные нейросети, искусственный интеллект, от просмотра которых этих видео, этих фото трудно оторваться. Невозможно оторвать себя от экрана. Так, как продемонстрировать оторвать? У нас есть блокнот и у нас есть стикеры. И эти стикеры легко оторвать, очень легко оторвать. А с другой стороны, у меня есть открытка, приклеена, и вот ее оторвать очень трудно. А, не буду отрывать. И когда мы смотрим что-то в интернете, то иногда очень трудно оторваться, потому что мы смотрим и смотрим, и нельзя себя оторвать. Или когда вы смотрите на что-то красивое, например, вы в музее, то можно сказать, что я не могу оторвать глаз, оторвать взгляд от картины, от красоты. Здесь невозможно оторваться от ТикТока. Ты смотришь, смотришь, смотришь. Давайте посмотрим пример. Чтобы снизить влияние брейнрота, влияние– это то, как влияет, какой эффект дает брейнрот на мозг, попробуйте отслеживать уровень концентрации. Попробуйте отслеживать, следить, смотреть за уровнем концентрации. Можете ли вы сосредоточенно, сфокусированно, сконцентрированно заниматься одним делом хотя бы 7-8 минут? Если вы можете, то еще не все потеряно. Шанс есть. Если вы уже не можете сосредоточенно, сфокусированно заниматься одним делом 7-8 минут, то уровень брейнрота в вашей жизни очень большой. Чем запомнилось это слово? Смотрите, у нас слово «запомнить», ну, вы знаете, давайте сделаю немного потоньше, чтобы было... О,
более деликатные, чтобы было более деликатно. Здесь хочу сказать сразу 2 интересных вещи. Часто очень трудно запомнить разницу между словами помнить, вспомнить, запомнить, хотя мы используем их каждый день. И давайте попробуем запомнить эти слова, чтобы потом вы могли легко их вспомнить. Помнить — это значит, что информация у вас в голове. Вы ее помните. Чтобы вы ее помнили, вам нужно ее запомнить. Вам нужно взять информацию и ее положить в голову. Это запомнить. Аналогично записать. Чтобы запомнить что-то, нужно это записать. А потом вы записали, и вы хотите использовать эту информацию, вы хотите ее вспомнить. Значит, вспомнить нужно достать из головы информацию из головы. Запомнить, помнить, вспомнить. Так вот, слово «запомнилось» можно сказать по-другому. Почему мы запомнили это слово? Почему это слово такое интересное? Но здесь авторы говорят, чем это слово запомнилось. Это слово запомнилось само. Мы не хотели, мы ничего не делали, чтобы запомнить это слово, но оно запомнилось автоматически само. В 2024 году стало словом года по версии Оксфордского словаря. От английских слов brain — мозг и род гниль — гниение. Дословно, что буквально значит разложение, гниение мозга. Само по себе, само по себе это слово достаточно нейтрально. Это слово нейтральное скорее характерно для речи зумеров и миллениалов. То есть слова, и эти слова могут использовать только люди из одной группы. Здесь слово brain rot, наверное, не будет использовать какой-нибудь профессор, которому, не знаю, 60-70 лет, профессор в университете. Но зумеры и миллениалы так спокойно себе говорят. Следующее слово, следующий кандидат — это выгорание. Вы можете видеть, что на картинке человек горит, и он уже горит до конца. Видите, он уже черный, потому что он уже сгорел, догорел, и ничего вам не напоминает, ни на что не похоже, ничего не вспоминается. Что это выгорание? Выгорание — это состояние полного отсутствия энергии. Нет энергии полностью до нуля. Эмоционального, физического и психического истощения. Истощение, когда нет сил. М, Может быть физическое истощение, когда вы, не знаю, не ели много дней, и вы уже истощены, нет сил, вызванное чрезмерным длительным стрессом. И это отсутствие энергии, потому что у вас был длительный стресс. И чрезмерный — это слишком большой, больше, чем обычно. Когда у вас очень долго стресс, 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 и потом вы уже ничего не можете делать. Это выгорание. Компании внедряют точечные решения, внедряют, интегрируют конкретные точечные решения, программы медитации, отпуска для восстановления, чтобы работники, чтобы люди, кто работают в компании, могли восстанавливаться, отдыхать, комнаты релаксации, но системных мер по профилактике выгорания по-прежнему не хватает. Не хватает, значит, этого недостаточно. Итак, может быть выгорание на работе, и компания внедряет, интегрирует программы медитации,
дополнительный отпуск, комнаты релаксации, но каких-то системных усилий, системных программ нет. Или ВОЗ, это Всемирная организация здоровья, внесла выгорание в каталог международной классификации болезней. Чем запомнилась эта калька с английского слова burnout? Слово, использовавшееся для пожаров, расширило свое значение. Я думаю, что это слово... 20%, а у меня еще 10 слов впереди. Ладно, я думаю, что это слово очень точное для обозначения этого явления, потому что часто люди, которые горят своей профессией, сначала у тебя очень много энтузиазма, очень много энергии, и ты тратишь, 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 а потом ты горишь, и потом выгораешь до конца. Итак, третье слово «зумер», я думаю, вы все знаете. Это представитель поколения Z, человек, родившийся со второй половины 90-х до конца десятых. Давайте я буду читать немного быстрее, потому что у меня садится камера, ну, мой телефон. Итак, представитель– это человек, который пример из этой категории. Я, например, родилась в первой половине 90-х, и я еще миллениал. А вот зумеры– это немного помоложе. Пример. Стремящиеся омолодить свой штат и интересные слова. Итак, стремиться– это стараться, работать сильно, работать усердно, стремиться. И омолодить свой штат. Омолодить– сделать моложе. Мгм. Ну и штат, конечно, это люди, которые работают в компании. Например, а, можно работать в штате большой компании, вы, например, вы учитель, и вы можете быть в штате школы. А может быть, вы просто по контракту иногда приходите на фрилансе, что-то делаете, и вы не в штате. Японские компании предлагают зумерам в качестве бонуса субсидии на покупку жилья. Мгм. Итак, мы знаем, что в Японии сейчас не очень много молодых людей и очень много более взрослых людей, более взрослое поколение. Вот здесь было поколение Z. И японские компании хотят омолодить, хотят, чтобы молодые люди работали у них в штате. И поэтому они говорят зумерам, мы вам дадим бонус. В качестве бонуса у вас будут субсидии на покупку жилья. М, Я бы согласилась. Итак, чем запомнилось это слово? Главная черта зумера– это детство и взросление в эпоху интернета и гаджетов. Зумеры жили всю жизнь при смартфонах, при компьютерах и интернете. Они в интернете всю свою жизнь. И слово широко используется в СМИ как ярлык для условных 20-25-летних в рассуждениях о разнице поколений. Слово «ярлык» студенты из годовой программы должны помнить, потому что слово «ярлык» аналог как лейбл, и повесить ярлык на кого-то– это думать о другом человеке стереотипно. Это слово у нас было в первом вебинаре. И для условных 20-25-летних плюс-минус 20-25-летних стереотипных молодых людей. То есть это широко используемый ярлык, такой лейбл. Всех можно назвать зумерами. Следующее слово– имба. Я это слово не использую вообще, поэтому давайте посмотрим. Я знаю это слово, но я им не пользуюсь никогда. А, Потому что это слово из компьютерной сферы. Давайте посмотрим, что это. Имба, вот такой супергерой. Имба
Это положительная характеристика чего-то или кого-то как крутого, мощного, значительно превышающего средний уровень. То есть это кто-то или что-то м, лучше, чем все остальное. Камера имба, например, фотокамера, да. Ночной режим камеры вообще удивляет. Там глазами не так хорошо видно, как он фотографирует. Камера очень хорошего качества, лучше, чем аналоги, лучше, чем другие камеры. И поэтому говорят, что это имба, это хорошо. Чем запомнилось? Первоначально, сначала, в начале, первоначально из сленга геймеров. Геймеры так говорили, я так и сказала. Это был персонаж, герой, герой игры, оружие или способность в игре. Способность– это умение. Например, у супергероев есть суперспособности. У Человека-паука есть суперспособности, сверхспособности. А, у кого еще? Да, у всех. У всех. У Халка есть суперспособности. И в играх геймеры так называли персонажей, оружие, суперспособности, которые дают игроку преимущество, какой-то бонус. От английского imbalance, дисбаланс, перекос. То есть это может быть какой-то персонаж, вы им играете, и он просто гораздо лучше других персонажей. Или imbalanced, несбалансированный. В 2023 году слово также входило в шорт-лист 2 года назад, но с тех пор стало гораздо заметнее. Появилась производная имбовый. Производная– это значит, когда мы берем какой-то корень, и из этого корня мы делаем другие слова. Например, у нас было слово vibe, и это слово очень продуктивное, потому что можно сделать вайбовый, это уже прилагательное, вайбовать, это или вайбить, это глаголы и так далее. Вайбово, наречие. И у нас сначала было просто слово имба, как существительное, а потом мы сделали в русском языке прилагательное имбовый или имбовый. Я даже не знаю, если честно, не спрашивайте меня. Кстати, на этом сайте, на Грамоте.ру, есть большая, огромная статья об изменениях русского языка. Что происходит с русским языком, как он меняется. И я думаю, что это очень актуально для изучающих русский язык, потому что вы должны знать все изменения, все новинки, все, что происходит, все тренды. И эта статья очень большая, но вы видите, что эта статья тоже большая. А та статья еще гораздо-гораздо больше. Там 25 тенденций, 25 трендов. И поэтому я решила сделать большой цикл видео, где мы будем читать эти тренды, будем их обсуждать, но они будут не на канале, ну, потому что я думаю, это не интересно всем, я думаю, это будет интересно очень небольшому количеству людей. Это будет цикл из 5 видео, и он будет в библиотеке Learn Russian with News. Поэтому, если вы хотите узнать разные тенденции в русском языке, если вы хотите смотреть бонусные видео, если вы хотите поддержать этот канал и меня, то добро пожаловать в библиотеку Learn Russian with News. Я вас там буду ждать, и давайте продолжим. Итак, слово лимб. Тоже из английского языка. Я тоже это слово не использую. Но давайте посмотрим, что это. Это промежуточное, неопределенное состояние. Состояние, как вы себя чувствуете. Например, вы проснулись, и у вас все хорошо, у вас прекрасное состояние. Или наоборот, вы болеете, и доктор спрашивает: товарищ больной, как ваше состояние, как вы себя чувствуете? И здесь промежуточное состояние, неопределенное. Вы не понимаете, что происходит. И
такое промежуточное, между-между, в котором человек находится достаточно долгое время, какое-то неопределенное состояние. Ну, например, крупнейшие, самые крупные, самые большие голливудские картины застряли в производственном лимбе из-за неопределенности с датами. Может быть, вы помните, что была забастовка года 2 назад? В Голливуде была забастовка сценаристов. Сценаристы бастовали. Кстати, слово «забастовка» в русском языке из итальянского языка от слова «баста». Хватит, достаточно. Да, сценаристы бастовали, чтобы, я думаю, им подняли зарплаты. И поэтому голливудские картины были в таком лимбе, производственном лимбе. Изначально, смотрите, у нас было слово первоначально, а сейчас изначально. Это синонимы. Изначально в религиозном смысле. Место пребывания не попавших в рай душ. Душа после смерти попадает в лимб. То есть она промежуточное состояние между раем и между жизнью. Но не ад и не чистилище. Часто употребляется это слово, часто употребляют, часто используют в составе выражения «застрять в лимбе». То есть часто идет вместе «застрять в лимбе». Также встречается вариант лимбо как транслитерация английского слова лимбо со значением подвешенное состояние. Может быть, у меня нет таких ситуаций, и поэтому я не использую это слово. Я бы, наверное, сказала, что это неопределенность, неразбериха. Следующее слово, русское слово, и оно очень такое интересное. Мне очень нравится. Давайте посмотрим. Подсветить. Слово свет, направить куда-то свет, что-то подсветить. Подсветить– это выделить определенную информацию в речи или в тексте. Мгм. Аналогично есть специальные маркеры, хайлайтеры. Когда вы читаете текст, вы выделяете хайлайтером важную информацию. Подсветить– это похоже, но не только на письме, не только в тексте, но главное, что подсветить– это сделать более явной, более заметной в плане коммуникаций. Когда вы о чем-то рассказываете, когда вы доносите свою идею. Например, в презентации важно подсветить роль команды разработки. Это не про маркер в тексте, это про структуру презентации, про структуру коммуникации. Можно что-то подсветить другу. Например, друг что-то не замечает, а вы можете обратить его внимание. Вы можете ему сказать: посмотри, например, на этого red флага, у нас будет это слово. Да, подсветить, обратить внимание. Обычно используется в офисной коммуникации и в СМИ. Видите, у нас есть такой рунглиш, когда в офисной речи есть много слов из английского языка. И здесь это калька с английского слова to highlight. Выделить, сделать заметным с помощью специального маркера. То, о чем мы уже говорили. Да, подсветить, обратить внимание. Например, если ко мне приходит студент, и я проверяю уровень русского языка у студента, он приходит, чтобы я ему подсветила, над чем можно было работать, над чем можно работать, чтобы я ему показала. Вот, подсветить. Промпт. Ой, ну это простое слово, я думаю, вы все знаете. Видите, это промпт, это специальная инструкция. Да. Поэтому давайте быстро я это все прочитаю, потому что видео будет, как обычно, 1,5 часа. Может быть, я разделю это видео, кстати. Посмотрим. Посмотрим. Если я, если я разделю это видео, вы узнаете. Итак,
Текстовый вопрос, задача, инструкция, которую пользователь формулирует для нейросети. Нейросети, мы говорили, это искусственный интеллект, это вот эти модели, которые вам пишут что-то, отвечают. Например, компании ищут специалистов, которые умеют создавать продвинутые промпты и добиваться от нейросетей качественных результатов. Это целая новая профессия — писать правильно промпты, правильно спрашивать, правильно ставить задачи для искусственного интеллекта. Если честно, я уже так разочаровалась в чате GPT, что я даже отменила свою подписку на чат GPT. Но, может быть, я расскажу об этом потом. Итак, чем запомнилось? В 2024 году это слово было победителем. Так, извините. А, у меня разрядился мой карандаш. Ладно, буду писать пальцем. Было победить. А я смогу? Было победителем в номинации «Информационные технологии», но в этом году вышло за пределы ИТ-сферы, IT-сферы, ИТ-сферы. В 2023 году также проходила в шорт-лист грамоты. От английского слова prompt — подсказка, запрос в значении запрос к нейросети. Итак, у нас уже было. Давайте посмотрим. Сколько? Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 слов. И осталось 5. Поэтому давайте пока поставим на паузу. Я заряжу карандаш, и мы продолжим. Не забудьте поставить лайк этому видео. Напишите, какие слова вы уже знаете, какие слова вы используете. Мы с вами встретимся очень скоро. Пока-пока.